5 золотых правил изучения русского языка с Russian in Context. 4 правило. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на 4-м уроке из 5 золотых правил изучения русского языка с Russian in Context с Иной и Ириной. Напомню коротко о первых 3 уроках. На первом мы говорили, как важно слушать ту информацию, которая вам интересна и понятна. При этом слушать носителей языка. На 2-м уроке мы говорили, как важно слушать регулярно и повторять услышанное. На 3-м уроке мы говорили о времени, как найти время, чтобы слушать от 30 минут до 1 часа в день информацию на русском языке. Я приводила вам примеры из личного опыта, как можно использовать то время, когда мы физически заняты, а наш мозг все еще свободен. По дороге на работу или приготавливая завтрак можно слушать радио, особенно если оно на русском языке. Или же вы можете слушать наши подкасты. Тогда вам гарантированное хорошее настроение на целый день. 4 правило, о котором сегодня пойдет речь, называется «Мал золотник, да дорог» или метод Кайцен. Эту поговорку «мал золотник, да дорог» я позже объясню в контексте. Чем бы мы в жизни не занимались, хорошее настроение и положительные эмоции очень важны. Особенно, когда мы учим язык, эмоции играют огромную роль. Именно эти положительные эмоции важны для нашей мотивации. Иногда, когда мы учим языки, занимаемся спортом, ведем здоровый образ жизни, мы очень мотивированы в начале, а потом мотивация ослабевает со временем. Думаю, что вам это тоже знакомо. Поддержать мотивацию может помочь японский метод, который называется кайцен. В основе этой философии лежит дисциплина и последовательность. Кайцен в переводе с японского означает изменение к лучшему. Это искусство маленьких ежедневных шагов для достижения целей. Метод Кайцен может применяться во всех сферах жизни. Японцы больше чем уверены, что даже 5 минут продуктивности каждый день помогут добиться совершенства. Вы добьетесь намного больших результатов, изучая русский язык каждый день по чуть-чуть, чем, например, 3 часа на выходных. Этот маленький шаг, всего 5 минут, он мал, но кажется незначителен, но дорог, важен по существу. Именно это я и имею в виду с этой поговоркой. Мал золотник, да дорог. Даже маленький шаг может оказаться очень ценным. Это не секрет, что то, что мы делаем регулярно, каждый день, в хорошем настроении и с удовольствием, принесет нам намного больше успеха, чем то, что мы делаем иногда и в плохом настроении. Каждый день дает нам возможность заниматься тем, чем мы хотим. Начать можно с малого, например, с 5 минут в день. Это легче и с психологической, и с физической точки зрения. Ведь если сразу взять быстрый темп, будет сложно его удержать. Это как при вождении машины.
потихоньку давить на газ. Важно не останавливаться и не прерываться. Метод Кайдзен – это философия ежедневного развития и постоянного совершенствования. Лучше делать маленькие, но уверенные шаги, чем стоять на месте и готовиться к большому прыжку. В основе этого метода лежат 5 принципов. Первый. Поставить цель. Так как если мы не знаем, куда идем, то как мы узнаем, что мы туда дошли? Второй. Составить план действий. Когда, во сколько, где и что мы делаем. Третье. Навести порядок не только на письменном столе, но также и в собственных мыслях. Четвертое. Работать каждый день, не пропустить желательно ни одного дня. То есть выбрать определенную систему, например, утром в 6 утра или в 8 вечера. Таким образом, все задуманное воплощается в жизнь, то есть то, что мы захотели, оно все когда-нибудь сбудется. Можно, конечно, поставить большую цель. Через 6 месяцев я говорю свободно на русском языке, без акцента. Цель супер. Стресс огромный. Мотивация в начале, когда изучаешь язык, всегда очень большая. Если мы поставим огромные цели, которых трудно достичь, мотивация исчезает. Мы фокусируемся, переносим наше внимание на что-то другое. Это естественно и понятно. Очень часто, когда мы изучаем языки, мы концентрируемся на том, чего мы не умеем. Мы концентрируемся на наших дефицитах. Сейчас я хочу рассказать вам одну поучительную историю, которую прочитала в одной буддийской книге. Однажды один монах строил в монастыре стену. Он складывал один кирпич за другим в красивую стену. Так как у него было очень много времени, он очень старательно и очень аккуратно складывал эти кирпичи. Закончив работу, когда стена уже была готова, он увидел, что 2 кирпича лежат неровно, криво и некрасиво. Он очень расстроился и захотел построить эту стену заново. До открытия монастыря времени построить новую стену уже не было. Посетители восхищались монастырем, он был великолепен. Один из посетителей сказал монаху, что стена ему очень нравится. Монах спросил удивленно: «А вы разве не видите этих 2 кривых кирпичей?» «Да», — ответил посетитель, — «но я также вижу и 998 отлично положенных кирпичей». О чем говорит нам эта история? Да просто о том, что мы часто видим свои недостатки и забываем о том, чего мы уже достигли. Если вы меня слушаете и понимаете, то у вас уже достаточно хороший уровень знаний русского языка. Вы можете очень гордиться собой. Браво! Так держать! Если вы еще не в состоянии свободно говорить на русском языке, это не значит, что вы что-то сделали неправильно. Люди часто объясняют себе и другим, что они не могут что-то изменить. Они ищут много причин и объяснений. Они хотят, чтобы другие тоже верили в эти объяснения,
что у них что-то не получилось. По методу Кайцен не стоит заниматься чем-либо в плохом настроении. Положительные отношения, в нашем случае к русскому языку, положительные эмоции лежат в основе метода Кайцен. Очень важный момент – это поощрять и хвалить себя за достигнутые успехи. Ведь даже если вы потратили только 5 минут на ежедневное изучение языка, это лучше, чем ничего. А со временем у вас выработается привычка. Регулярно уделяя время изучению русского языка, вы добьетесь огромных успехов. И напоследок еще одно мое любимое выражение. Невозможно одновременно стоять на месте и продвигаться вперед. Ну, вот и подошел к концу наш 4-й урок. А завтра я вам расскажу, как не только регулярно слушать, понимать русский язык, найти на все это время, но и научиться на нем разговаривать. До завтра и пока-пока!